Да, Сережка, ты прав. Мясо нужно есть. А у нас сегодня мясо? Да, целый кусок. Посмотри, для тебя, любимого. Танцуй. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня поделюсь простейшим рецептом вкусного сочного мяса в кастрюле, который отлично подойдет как на праздничный стол, на нарезочку, так и на бутерброд, на работу, в школу, на перекус. Отличная идея. А заодно поделюсь вкусными маринованными огурчиками, которые можно употреблять уже на следующий день. Хрустят, как снег на 20-градусном морозе. Какие же они вкусные, друзья! Сразу же в тарелочку насыпаю пару чайных ложек соли. Сюда черный молотый перчик. Перемешаю. Вот такая вот у меня ароматная соль получается. Беру несколько зубков чеснока и разрезаю на части. Примерно 1 на 4. Вот такие вот длинные кусочки получаются. Перекладываю их в тарелку с солью. И снова перемешиваю так, чтобы специи и соль наклеились на чеснок. Прям прилепились. Отлично. Беру кусочек мяса. У меня шея весом 1 килограмм. Такой хорошенький. И не жирный. Класс. Нужно его нашпиговать чесноком. Как я это делаю? Да очень просто. Беру нож, прокалываю, немножко прокручиваю, так, чтобы там дырочка образовалась. Отверстие. Беру кусочек чесночка, который в соли, в перце, и сюда. Вовнутрь. Все. Закрываю. И рядышком проделываю то же самое. Это для того, чтобы мясо и внутри насытилось вкусами, ароматами и солью. И сюда. Закрываю. И так проделываю по всему кусочку. И прикрываю обязательно, чтобы все осталось внутри. С обратной стороны проделываю то же самое. Все, друзья, готово. Сковородку-то на огонь. Опа! Совсем немножко растительного масла, так, чтобы только смазать дно. Пусть хорошо нагреется, прям хорошо-хорошо, чтобы аж дымок пошел. И когда масло в сковороде хорошо нагрелось, беру кусочек мяса и выкладываю в него. Опа! Ух, хорошо, дымок пошел. Пока мясо обжаривается, рядышком поставлю воду. Мне понадобится крутой кипяток. И крышкой накрою. Ты слышишь, как пахнет? Мясо нужно хорошо обжарить со всех сторон до румяной красивой корочки, чтобы запечатались все соки и вкусы, которые в серединке. Опа. Смотрим, что у нас здесь. Опа. О, друзья, вот до вот такой вот корочки. И так со всех сторон. Нагрев под сковородой максимальный. Вот так вот поставим его. Посмотрите, какая красота. Прям золотая. Угу. Да. Немножко поддержу. Обязательно эти. Красавчик какой. Опа. А я еще раз переверну. Посмотрите, какая красота. Чем лучше корочка, тем вкуснее получается мясо. Сейчас еще с этой стороны. Вот так вот. Еще, друзья, на одну стороночку. И достаточно. Выключаю нагрев. Беру удобную кастрюлю. У меня вот такая вот большая. И перекладываю этот красивый кусочек мяса в кастрюлю. Опа, вот так вот. Это уже вкусно. Как раз, друзья, и вода закипела. Беру крутой кипяток и заливаю так, чтобы покрыло. Отлично, друзья. Вот так вот будет в самый раз. Добавляю столовую ложку соли, без горки. Сюда же 2 небольших лавровых листика и несколько горошин душистого перца. Сюда же. Накрываю крышкой и ставлю на огонь. Опа! Угу. Как только закипело,
Делаю самый минимальный нагрев и оставляю мясо потихонечку булькать часика на 1,5-2. А мы, друзья, с вами продвинемся дальше. Огурцы. Начну с маринада. Сотейник на огонь. У меня здесь 1 литр воды. Добавляю 2 столовые ложки соли с небольшой горкой. Сюда же 4 столовые ложки сахара. 5 горошин душистого перца. С десяточек черного. 2 небольших листика лаврушки. Все хорошо перемешиваю и даю закипеть. Когда хорошо закипело, даю провариться 2-3 минутки, чтобы специи хорошо открыли свои ароматы. Затем выключаю нагрев. Жду, пока прекратятся вот эти вот бульбы. И вливаю 3 столовые ложки 9% уксуса. Все, друзья, маринад готов. Перемешиваю. И его нужно хорошо остудить, чтобы он был таким холодненьким. Я это сделаю на улице. Там, наверное, холоднее, чем у нас тут. Прошло 2 часа. Хочу показать, что у нас в кастрюле. Вот такое вот красивое мясо. Аромат стоит на кухне просто потрясающий. Очень вкусно пахнет. Закрываю крышкой, выключаю нагрев и даю мясу полностью остыть прямо в этом рассольчике. А мы, друзья, займемся огурчиками. Маринад тоже уже остыл. Мне понадобится 2 средних луковицы, которые я нарежу просто вот так вот на кольца. Рядышком 1 сладкий перец, тоже на кружочки. Можно даже с семечками, аромат не будет. Несколько зубков чеснока. Беру хороший пучок укропа и вот так вот грубо нарезаю. Прямо с палочками. Все. Понадобится миска. На дно выкладываю лук, сладкий перец, чеснок, укроп. Беру огурчики, отрезаю хвостики, разрезаю на 4 части и еще пополам, прямо в миску. Можно нарезать и на кружочки, это не имеет никакого значения. Снова лук, перец, чесночок, укроп. И снова огурцы. С этим бутербродом будет вообще просто ням-ням-ням. Сверху оставшийся лук. Беру маринад остывший и заливаю это все. Перчики тоже все сюда. Беру тарелку меньшим диаметром, прижимаю. Стараюсь, чтобы все огурцы окунулись. И сверху грузик. Опа! В таком виде огурцы оставляю прямо на столе примерно на 24 часа. На сутки, друзья. Будут вот такие вот маринованные слабосоленые огурчики. Очень вкусные, хрустящие и ароматные. Когда мясо остыло, достаю его. Перекладываю в мисочку. Чуть не выпрыгнула. Накрываю крышкой и убираю в холодильник на ночь, чтобы оно стабилизировалось. А с огурчиков убираю грузик. Они уже пустили сок и отлично достоят до утра и так. Еле дождалась утра, друзья, чтобы отрезать кусочек вкусного мяса. Опа! Достаем. Оно хорошо стабилизировалось и будет прекрасно нарезаться. Посмотрите, какая красота. Друзья, мясо получается сочное, нежное и очень вкусное. Мне хлеба не надо, буду есть просто мясо. Ну, а огурчиком закусить. Это тоже очень интересная идея и вкусная. Оп. Огурчики у меня провели ночь на столе. Я прямо вот так, друзья. Во, хрустят, как снег на 20 градусах на морозе. Кисло-сладенькие, промаринованные, как малосольные, даже лучше. Во, готовьте с удовольствием, я уверена, понравится. А маринад этот сразу не стоит выливать.
Можно огурчики съесть и новых туда докрошить. Да, огурчики реально вкусные. Мне так они понравились вообще. Анечка, А. благодарю тебя за такую вкусняшку. Благодарю за бутерброды. Теперь можно с этими бутербродами ходить и на пляж отдыхать, и на работу с собой брать. Берем кусочек хлеба, сверху кусочек мяса. Я думал, ты мне дашь. Все лучше мне. Так и есть. Благодарю тебя, солнышко. Вкусно-вкусно. Ну а я пожелаю всем мирного неба, свободной счастливой жизни, вкусной еды, мудрой жены, послушных детей. Друзья, в этом маринаде я мариную и помидорки. Видео есть на канале, ссылочку я оставлю в описании. Тоже очень вкусно получается. Пробуйте.